Кратер Земли Уилкса – геологическое образование, расположенное под ледяным щитом Антарктиды в районе Земли Уилкса, имеющий диаметр около 500 километров. Предполагается, что это гигантский метеоритный кратер. Предположения о том, что в этом месте находился гигантский ударный кратер, высказывались еще в 1962 году. Однако достаточных доказательств найдено не было. В 2006 году группой под руководством Ральфа фон Фреза и Лереми Потца по данным измерений гравитационного поля Земли спутниками Грейс был обнаружен массовый концентрат диаметром около 300 километров, вокруг которого по данным радиолокации находится большая кольцевая структура. Такая комбинация характерна для ударных кратеров. Последние исследования 2009 года также показывают, что в этом месте находится именно ударный кратер. Кратер Вредефорд в Южной Африке. Вредефорд кратер – ударный кратер на Земле, расположен в 120 километрах от центра города Иоханнесбург, ЮАР. Диаметр кратера составляет 250-300 километров, что делает его крупнейшим на планете, не считая неизученного вероятного кратера Земли Уилкса диаметром 500 километров в Антарктиде. Назван в честь расположенного внутри кратера города Вредефорд. В 2005 году был зачислен в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Кратер Садбери, ударный кратер в Канаде, Онтарио, появился 1 миллиард 850 миллионов лет назад в палеопротерозойской эре при падении астероида или кометы диаметром 10 километров. Удар создал кратер около 248 километров в диаметре. Последующие геологические процессы деформировали кратер, сделав его овальным. Это второй по величине метеоритный кратер на Земле. По его периметру найдены крупные залежи никелевой и медной руды. Эти месторождения эксплуатируются с 1889 года. Кратер Попугай, метеоритный кратер в Сибири, возник 35 миллионов лет назад, когда каменистый астероид шириной 8 километров врезался в богатые углеродом графитовые породы в Российской Сибири, создав кратер диаметром около 100 километров. Кратер Попугай, метеоритный кратер в Сибири, в бассейне реки Попугай делит 4-е место в мире по размеру с кратером Маникуаган в Канаде. Попугайская астропроблема звездной раны представляет уникальный по степени сохранности и обнаженности импактный кратер диаметром 98 километров. Около 35 миллионов лет назад астероид диаметром около 8 километров, двигавшийся с северо-востока, врезался в кристаллические породы фундамента Земли. В результате удара, взрыва и температуры, достигавшей 2000 градусов, расплавилось около 1750 кубических километров горных пород. Миллиарды тонн были перемещены на значительное расстояние, превратили в другие породы пыль и газ, которые в колоссальном количестве были выброшены в атмосферу и далее в стратосферу. Это на многие годы уменьшило приток солнечного тепла поверхности Земли и привело к резкому похолоданию на всей планете, ледниковому периоду. Часть флоры и фауны, не выдержав изменений в климате, вымерла. Попугайский импактный кратер представляет собой многокольцевую структуру, аналогичную подобно на Луне, Меркурии и других планетах Солнечной системы. Котловина кратера была открыта не так давно, в 1946 году, кожевенной, и в разное время рассматривалась как эрозионная впадина или как вулканический кратер.
Лишь в 1970 году ленинградский геолог Масайтис и его коллеги доказали, что Попегайская котловина – не что иное, как один из крупнейших на Земле метеоритных кратеров. Тогда же появилось предположение, что здесь возможны залежи алмазов, связанные с преобразованием графита при больших температурах и давлении в очень твердую породу. Огромные температуры и давление заставили скромный графит из карандашей стать бриллиантами. Из-за наличия алмазов кратер Попегай был закрыт для геологов до 1997 года. Алмазы Попегай маленькие, размером около 1 мм, темного цвета, используются в промышленных целях. В начале 1971 года при обследовании образцов породы из Попегайского кратера была открыта новая коренная порода алмазов – импактиты. Попегайская астропроблема в 1991 году отнесен ЮНЕСКО к памятникам природы планетарного значения первой величины. Кратер Маникуаган, Канада. Место расположения – Канада, Квебек. Диаметр 100 километров, возраст 214 миллионов лет. Сформировался в результате столкновения с астероидом с диаметром 5 километров. Удар астероида создал кратер около 100 километров в диаметре, но в процессе эрозии и отложения осадочных пород видимый размер уменьшился до 71 километра. Предполагается, что гора Вавилон является центральным пиком кратера. В настоящее время в кратере располагается озеро Маникуаган. Недавние исследования показали, что расплавленные в результате столкновения породы имеют возраст 215 миллионов лет. Поскольку это 14 миллионов лет до конца Триасового периода, столкновение не могло послужить причиной вымирания Триасово-Юрского периода. Аризонский кратер – это большой метеоритный кратер в Аризоне. Аризонский кратер – земляная чаша диаметром 1219 метров, глубиной 229 метров. Аризонский кратер находился в северной части штата Аризона. Это один из немногих крупнейших, неплохо сохранившихся метеоритных кратеров в мире. Глубина его превышает 180 метров, а диаметр составляет около 1220 метров. Существует предположение, что возникновению чашеобразной воронки послужило падение метеорита размером не менее 60 метров. Взрыв от падения был невероятно мощным, в 1000 раз превышающий атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму. Впервые кратер был обнаружен в конце XIX века, но его исследования начались только в начале XX века. Участок, на котором находился Аризонский кратер в США, был выкуплен горным инженером Даниэлем Беринджером, после чего на нем стали проводиться исследовательские работы. Даниэл предполагал, что метеорит был железосодержащий, и чтобы это доказать, пытался найти его осколки. Множественные фрагменты, содержащие железо и никель, были найдены на достаточно большой глубине, однако, достигнув глубины 115 метров, Бур наткнулся на некое суперпрочное тело. В районе кратера были собраны десятки тонн обломков метеоритного железа, а крупнейший из них весил 640 килограмм. Кроме металлсодержащих фрагментов различных размеров, включая пыль, также были найдены алмазы. В
Кении самым известным и красивым кратером считается Набиатум. Он расположен рядом с другой выдающейся достопримечательностью, самым большим на планете щелочным озером Туркана. Одной из главных особенностей кратера является неподражаемый внешний вид. Он напоминает огромную воронку с очень крутыми и высокими склонами. Практически со всех сторон кратер окружает воды удивительного щелочного озера. В совокупности пейзаж выглядит просто неповторимо. Путешественникам, которые пожелают увидеть это чудо природы собственными глазами, следует подготовиться к продолжительному и опасному приключению. С ближайшим населенным пунктом городом Ладвар озеро и кратер разделяют 70 километров. Опытным туристам такое расстояние может показаться незначительным, но проходит дорога по очень сложным и опасным местам. Главную опасность для туристов представляют дикие животные, поэтому отправляться к кратеру рекомендуют только в сопровождении рейнджера. Открытие кратера произошло сравнительно недавно, в 1888 году. Учеными было установлено, что кратер имеет вулканическое происхождение. Одной из главных особенностей продолжает оставаться удивительной правильная геологическая форма. Нгора – заповедник, расположенный между национальным парком Серенгети и национальным парком озера Маньяра в Танзании. Его нередко называют «восьмым чудо света», известен потрясающей красотой и сказочным разнообразием диких животных. Кратер диаметром около 20 километров образовался миллионы лет назад, когда гигантский вулкан не выдержал собственного веса и провалился в тектонические тартарары. Когда земная кора утряслась и обросла зеленой шерсткой, в Нгора появились звери, а затем и первые люди. Изрядная часть Алдувайского ущелья находится в пределах заповедника. Дно Нгора лежит на большой высоте и, по идее, должно быть прохладным и сухим, но высокие борта препятствуют движению воздуха и стоку воды, поэтому в кратере всегда одновременно и жарко, и влажно. Этакая естественная теплица без крыши, в которой трава растет так быстро, что многотысячные стада антилоп и зебр не успевают ее съедать. Где травоядные, там и хищники, которых в Нгора больше, чем где-либо еще в Африке. Нгора достигает глубины 610 метров и занимает площадь 260 квадратных километров. Среди разнообразных экосистем парка действующие вулканы, горы, холмистые равнины, леса, дюны с озерами и ущелья Олдувай. Здесь обитает более 550 видов птиц и 115 видов млекопитающих, включая слонов, зебр, буйволов, антилоп гну и гиппопотамов. Это единственное место в Танзании, где вам более или менее могут гарантировать, что вы увидите настоящего черного носорога. Однако здесь не видно жирафов, поскольку корм для них весьма скуден. В соленой воде местных озер мало жизни. В числе таких водоемов одно из крупнейших озер региона Натрон. Еще одна достопримечательность парка Нгора – изобилие фламинго на озере Магади в глубине кратера. Дополняет эту картину воины племени Масаи в традиционных нарядах. Они пасут коров, овец и коз. Кратер Чиксулуп. Третий по величине кратер в мире, чье образование решило судьбу динозавров. На полуострове Юкатан по тысячами фунтов известняка похоронены останки метеорита, настолько мощные, что уничтожили более половины видов, населявших Землю. Кратер Чиксулуп назван в честь деревни, расположенной недалеко от ее центра, охватывает более 177 километров в ширину, причем около половины его находится под Карибским морем.
Около 65 миллионов лет назад астероид или комета размером с небольшой город приблизился к Земле. Силой в 100 миллионов мегатонн тротила, в 2 миллиона раз мощнее самой мощной искусственной бомбы, она врезалась в нашу планету. Для динозавров последствия падения метеорита были катастрофическими. В стороны разлетелись ударные волны, вызвав землетрясения и извержения вулканов по всему миру. В океанах взрыв вызвал мегацунами высотой в 1000 метров. Огромное количество мусора с поверхности Земли попало в атмосферу и за ее пределы. Некоторые из крупных выброшенных кусков снова начали падать на Землю, сгорая в атмосфере и вызывая глобальные огненные бури. Тем временем небо потемнело. Облако пыли покрыло нашу планету, блокируя солнечный свет. На Земле на многие годы прекратился фотосинтез. Однако спустя миллионы лет осталось лишь несколько мест, где можно обнаружить свидетельство этой катастрофы. Даже для зрителя, стоящего высоко над центром кратера, последствия удара не так очевидны. Возможно, наиболее выразительными чертами окружающего ландшафта являются сеноты. Эти заполненные водой воронки использовали майя на жертвенных церемониях, усеивают край кратера. На самом деле, только в 1978 году кратер Чиксулуб был окончательно изучен. Открытие, как правило, приписывается Гленну Пенфилду, геофизику, который заметил необычные особенности региона, работая в мексиканской нефтяной компании Pemex. При изучении карты магнитной съемки Мексиканского залива Пенфилд обнаружил полукруглую дугу, свидетельствующую о наличии ударного кратера. Всего несколько лет спустя такие исследователи, как геологическая группа Луиса, Вальтер Альварес и аспирант Алан Хильдебранд, опубликовали противоречивые статьи, в которых предполагалось, что сильное воздействие астероида вызвало массовое вымирание в конце мелового периода. В качестве доказательства ученые использовали 65-летний слой обогащенной иридием глины, названной границей КТ. Они утверждали, что только столкновение с большим неземным телом может объяснить повышенные уровни иридия, редкий элемент, который чаще всего встречается в метеоритах, присутствующего в скале. Они пытались связать его присутствие на Земле с падением небесных тел. Ученые также высказали предположение, которые позже нашли подтверждение в представленных доказательствах, что экстремальное давление и температура, связанные с сильным взрывом, извергли бы из Земли шоковый кварц, деформированный тип знакомого кристаллического твердого тела, и тектиты, шарики из натурального стеклянного камня. В то время как наука постепенно приблизилась к разумному объяснению гибели динозавров, прошло еще 10 лет, прежде чем Чиксулуб был признан как место падения огромного метеорита. Это произошло в 1990 году, когда репортер газеты сообщил Хильдебранду о работе Пенфилда, и два ученых начали вместе работать над образцами в буровых растворах Pemex с Чиксулуба. Вскоре было подтверждено, что возраст и свойства кратера соотносятся с предположениями ученых. Как бы то ни было, удары размером Чиксулуб происходят на Земле примерно раз в 100 миллионов лет, что делает кратер в Мексике уникальным и, возможно, тревожным напоминанием о хрупкости жизни. На далеком севере Квебека, области в Канаде, находится исключительно естественное чудо – круглое озеро с голубой водой, заключенное в стенах древнего, но хорошо сохранившегося кратера от удара метеорита. В основном неизвестный внешнему миру, заполненный озером кратер долго был известен коренным жителям, которые называли его кристальным глазом Нунавик из его чистой воды.
Озеро впервые было обнаружено экипажем армейского самолета военно-воздушных сил США в июне 1943 года, который использовал необычную форму озера и цвет для навигации, но фотографии не были обнародованы вплоть до 1950 года. Геолог Бен Мин организовал экспедиции в кратер и от данных, собранных на месте, пришел к заключению, что структура была кратером от метеорита, упавшего примерно 1 400 000 лет назад. В 1999 году озеро было названо Пингуалуит, и окружающее пространство теперь часть национального парка Пингуалуит. Кратер Пингуалуит составляет 3,5 километра в диаметре. Кратер повышается на 160 метров выше окружающей тундры и достигает 400 метров глубиной. Масса воды 267 метров глубиной заполняет впадину, формируя одно из самых глубоких озер в Северной Америке. Озеро также знаменито самой чистой пресной водой в мире. Друзья, на этом мой рассказ о самых больших кратерах на Земле подходит к концу. Спасибо за просмотр. С вами была Виктория. Всем успеха и пока. До новых встреч!